Всем привет! Какую тему хочу поднять, на какой вопрос я хочу сегодня вам ответить. Куда и как вывозят зерно из Запорожской и Херсонских областей? Было очень много вопросов в комментариях, очень много было видео на данную тему. И буквально недавно появилась информация касательно данных новостей, данной новости. И я хочу ею с вами поделиться. До этого, то есть у нас было очень большое количество слухов, какие-то выводы интернет-аналитиков. Опять же, повторюсь, куча видео. Кстати, вот одно из этих видео сейчас я вам покажу. Сразу скажу вам о том, что зерно действительно вывозят. Действительно вывозят его в Крым, а дальше вывозят уже непосредственно в Россию. Зерно вывозят машинами как с российскими номерами, так и с украинскими номерами. Машины стоят как в сторону Крыма, так едут назад, загружаются новым зерном и опять так по новой. То есть я это сам все видел, когда стоял на границе. Зерновозов очень и очень много. Я даже снимал видео на эту тему, но как бы мне объяснили, что снимать режимный объект не стоит, и попросили видео удалить. Очень долго ходила информация касательно того, что зерно нагло отжимают и везут. Она прям со всех источников у нас слезла эта информация, все кричали, почему никто не обращает внимания и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас говорить за все зерно, которое хранится в зернохранилищах, то есть со всеми связь, к сожалению, поддержать и получить, ну, у меня не удалось. Поэтому я скажу лишь за некоторые зернохранилища, с которыми мы связались и которые сообщили нам информацию. Зерно покупают. Покупают по цене 3700 гривен за 1 тонну. Ходили слухи о том, что стоимость зерна варьируется от 3700-3900 за тонну, но подтвердить получилось только одну цифру в размере 3700 гривен. Скажу сразу, стоимость достаточно невысокая, особенно на фоне подорожания всех продуктов, подорожания энергоносителей, подорожания топлива, подорожания запасных частей и, собственно, ремонта техники, ремонта и обслуживания техники, которая занимается непосредственно уборкой урожая. Почему продавали зерно? Продавали зерно, ну, во-первых, для того, чтобы освободить место под новое зерно, да, то есть это логично. То есть если у тебя негде его хранить, то, соответственно, куда это зерно убирать? Это раз. Во-вторых, фермера боялись того, что их зерно может тем или иным образом пострадать. Пострадать от чего? От случайных попаданий ракет и, опять же, тех же ДРГ, да. То есть далеко ходить не надо. В Херсонской области, там, я не знаю, буквально там с неделю назад был случай, когда осколки ракеты попали на поле с горохом, и оно сгорело. Произошло это, повторюсь, в селе Милово Херсонской области. И как бы фермера для того, чтобы спасти свои сбережения, продавали зерно по той цене, которую им предложили. Ребят, если есть среди вас, среди подписчиков, среди
гостей канала люди, которые, ну, фермера, да, и люди, которые непосредственно связаны с продажей зерна, напишите, пожалуйста, в комментариях, по какой цене вы продавали зерно в 2022 году и по какой цене вы продавали зерно годом ранее, в 2021. Всем удачи!